В зале суда стояла тишина, нарушаемая лишь скрипом деревянных скамеек и тяжелым дыханием присутствующих. Маленькая девочка в синем платье вышла вперед, остановилась прямо перед судьей в инвалидной коляске и посмотрела на него уверенным, почти дерзким взглядом. За ее спиной сидел мужчина в оранжевой тюремной робе, ее отец. Его лицо было усталым, но глаза светились надеждой. Все понимали, для девочки этот день был решающим. Она подняла голову и сказала то, что не решился бы произнести ни один взрослый. Слова прозвучали так наивно и смело, что по залу прокатилась волна смеха. Люди усмехались, переглядывались, качали головами. Казалось, детская фантазия не имела ничего общего с суровой реальностью. Но в следующую секунду смех оборвался. Судья, до этого сидевший неподвижно, медленно положил руки на подлокотники коляски. Его пальцы дрогнули, мышцы напряглись, и вдруг он поднялся на ноги. Сначала неуверенно, словно пробуя забытое чувство равновесия, а затем твердо выпрямился, опираясь на силу, о которой, казалось, сам уже давно забыл. Зал ахнул. Смех сменился шепотом, а затем полной тишиной. Девочка стояла все так же спокойно, будто знала, что так и будет. Судья смотрел на нее и ощущал, как внутри оживает нечто большее, чем просто тело. И тогда стало ясно всем. Этот день изменит не только судьбу ее отца, но и каждого, кто был свидетелем того чуда. В зале царила напряженная тишина, когда судья, стоявший на своих ногах впервые за долгие годы, медленно обвел взглядом всех присутствующих. Еще мгновение назад люди смеялись над детскими словами, а теперь каждый из них понимал, что стал свидетелем события, которому невозможно дать объяснение. Секретарь судьи уронил ручку, присяжные переглянулись, адвокаты онемели. Но важнее всего было то, что маленькая девочка не удивлялась. Она смотрела на судью с тем же спокойным выражением лица, будто все происходящее было неизбежным. Судья поднял руку, требуя тишины, и, опираясь уже не на коляску, а на собственную силу, объявил перерыв. Он вернулся в свой кабинет, где пересмотрел материалы дела. Впервые за долгое время он позволил себе читать не только сухие строки документов, но и вглядеться глубже в суть происходящего. Постепенно перед ним выстроилась картина: ложные показания, фальшивые улики, подкупленные свидетели. Мужчина в оранжевой робе, сидящий за решеткой, был не преступником, а жертвой чужих интриг. Его действительно подставили. На следующее заседание судья вошел уже без коляски. Люди снова ахнули, но еще сильнее их потрясла его речь. Он подробно разобрал дело, шаг за шагом вскрыл обман и в конце произнес слова, которые навсегда останутся в памяти девочки. Этот человек невиновен. Он освобождается немедленно. Отец, не веря своим ушам, поднялся и посмотрел на дочь. Его глаза наполнились слезами, он протянул к ней руки, и она побежала к нему навстречу. Их объятие было тем самым доказательством, что правда всегда сильнее лжи, а вера ребенка способна разрушить даже самые высокие стены несправедливости. Судья, стоя на своих ногах, смотрел на них и понимал, что именно эта девочка вернула ему не только способность ходить, но и силу верить. С этого дня его решения больше никогда не были сухими законами, в каждом из них звучала память о том дне, когда ребенок своим сердцем смог освободить отца и исцелить его самого. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.